Стрельба у Белого дома, агрессивная дипломатия, Маск унижает Сикорского, а в Беларуси начинается оттепель. Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости. Трамп требует капитуляции Украины, уступить территории и отстранить Зеленского. Германия готова к ядерному союзу. Обсуждается совместное использование ядерного оружия. Донбасс в огне, ожесточенные бои за стратегическую трассу. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Каждое интервью Дональда Трампа – это порция резких заявлений. Провели проверку на предмет правдоподобности заявлений из интервью Fox News. Но вот, к примеру, Зеленский, оказывается, выманивал деньги у Байдена. И снова появляется эта цифра в 350 миллиардов. Он тянул деньги из этой страны при Байдене, как конфеты у младенца. Это было так легко, с таким же отношением. И я даже не думаю, что он благодарен. Мы дали ему, по моему мнению, 350 миллиардов долларов. Европа дала только 100 миллиардов долларов. Байден никогда не должен был выделять 350 миллиардов, говорит Трамп. Он должен был сравнять свои взносы со взносами из Европы. Факт состоит в том, что сумма в 350 миллиардов долларов, упомянутая Трампом, не подтверждается официальными данными. По состоянию на 2025 год, на начало года, США предоставили Украине около 66 миллиардов долларов помощи. Европейские страны также оказывают значительную поддержку, хотя ее объем может отличаться в зависимости от страны. Украина может не выжить в любом случае, говорит Дональд Трамп. Это его мнение. Факт в том, что многие международные аналитики и лидеры государств продолжают поддерживать Украину, уверены в ее способности защищаться при условии продолжения международной помощи, в частности, американской. Такое мнение, к примеру, выразил в последнем интервью президент Польши. Ядерное оружие является большей угрозой, чем изменение климата. Люди говорят об опасности изменения климата, но не ядерного оружия, говорит Трамп. Факт в том, что вопрос о том, что представляет большую угрозу ядерное оружие или изменение климата, является предметом дискуссий. Обе проблемы признаны международным сообществом как серьезные угрозы, которые требуют внимания и действий, но никто не знает, что же все-таки опаснее. США одинаково относятся к Украине и Израилю, но это очень разные страны, говорит Трамп. Но факт состоит в том, что Украина и Израиль действительно разные страны, но военная помощь Израилю с приходом Трампа не просто не заморозилась, как в случае с Украиной, а наоборот выросла. Трамп требует от Зеленского уступить России территории и уйти в отставку. Президент США выдвинул жесткие требования к украинскому коллеге. NBC News сообщает, что Трамп хочет, чтобы Украина уступила России захваченные территории, начала подготовку к выборам и даже, чтобы Зеленский покинул свой пост. Трамп фактически требует от Киева капитуляции ради восстановления американской помощи. Но зачем тогда будет нужна эта помощь? Мы попросили объяснить происходящее и то, готов ли Киев идти на какие-нибудь уступки, украинского политолога Алексея Буряченко. Каким образом даже с помощью всего давления со стороны Соединенных Штатов, например, по инициативе России, можно добиться такого, я не знаю. Потому что для того, чтобы принять такие решения, которые хочет добиться от переговорного процесса Российская Федерация, нужно будет вносить как минимум изменения в Конституцию, а во время войны это сделать невозможно, да и более того, такие изменения на себя не возьмет ни президент, ни парламент, это надо будет, скорее всего, проводить какой-то референдум. И я думаю, что абсолютно очевидно, что украинцы на какие-то территориальные уступки в процессе референдума не пойдут. Вот поэтому целому ряду юридических и политических причин эта хотелка, по-другому ее не назовешь, абсолютно незаконная со стороны государства-агрессора, оккупанта, террориста и спонсора терроризма Российская Федерация, они не будут в любом случае удовлетворены. Администрация Трампа не спешит возвращать полноценную помощь Украине, даже несмотря на готовящееся соглашение о минералах между Киевом и Вашингтоном. Там сказали по секрету и только Владимиру Зеленскому, что хотят чего-то большего.
Остров Бали в 2024 году побил рекорды по числу туристов и занял 2-е место в мире по популярности. С ростом турпотока возрастает и спрос на недвижимость. Brick Property – лучший застройщик Бали по версии журнала «Эксквизит» в 2024 году. У компании 17 успешных проектов, и теперь открылась новая возможность для инвесторов. Проект «Элизиум» – современный комплекс на берегу океана в самом сердце Бали. Просторные апартаменты и виллы с садами и приватными бассейнами от $90 тысяч с первым взносом 25% и гибкой рассрочкой. На территории есть все для комфортного проживания: парки, рестораны, магазины, коворкинги, спа, тренажерный зал, бассейны и йога-студии. А потрясающие виды на океан и рисовые поля делают «Элизиум» идеальным местом не только для отдыха, но и для стабильных инвестиций. Спрос на аренду здесь высокий круглый год. Средняя доходность от аренды здесь прогнозируется до 20% годовых, а цены на недвижимость продолжают расти. Сейчас Brick дарит 15 туров на Бали с проживанием в одной из своих вилл первым покупателям. Поэтому оставляйте заявку по ссылке в описании и узнавайте все подробности. Предложение ограничено. Стрельба возле Белого дома. Секретная служба США открыла огонь по вооруженному мужчине, который начал размахивать оружием, игнорируя команды правоохранителей. По данным полиции, история началась с сообщения о возможном суициде. Подозреваемый специально приехал из Индианы и направлялся к Белому дому. В перестрелке были ранены несколько сотрудников секретной службы, а вооруженный мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Теперь следователи разбираются, что это было: попытка нападения, протест или личная трагедия. Польша жестко осадила Илона Маска за угрозы отключить Starlink Украине. Илон Маск заявил, что фронт развалится, если он отключит Starlink. Мы с вами говорили об этом заявлении в прошлом выпуске. Но реакция министра иностранных дел Польши, который напомнил миллиардеру, что за интернет-связь Starlink для украинской армии платит Польша около $50 миллионов в год, кажется, должно было остудить пыл новоиспеченного госслужащего. Starlink для Украины оплачивает Министерство цифровизации Польши стоимостью около $50 миллионов в год. Если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, нам придется искать других. Но Илон Маск сразу же ответил, тоже в X, довольно грубой форме, даже слишком грубой. Замолчи, маленький человек, ты платишь ничтожную часть стоимости, и нет замены Starlink. Для Украины Starlink — это связь и разведка, критически важная на фронте. Польша ясно дала понять, Маску не позволят шантажировать украинскую оборону. Но вот теперь только вопрос, как далеко зайдет этот конфликт. Как думаете вы? Пишите в комментарии свои мысли, свое мнение, это важно. США ударили по Украине. Трамп останавливает поддержку истребителей F-16. Команда президента США резко прекращает поставки комплектующих для украинских истребителей F-16, об этом пишет Forbes. И такое решение уже создало серьезные проблемы для военно-воздушных сил Украины, которым американские самолеты необходимы для противостояния с Россией в воздухе. Это решение взволновало не только Киев, но и Берлин, который теперь задумался об отмене поставок истребителей F-35 из США. Ведь к 2027 году эти машины должны стать основой немецких ВВС. Но, судя по ситуации с Украиной, могут содержать функцию Kill Switch, механизм, который позволяет США дистанционно отключать самолеты в любой момент. Быстрое отключение у F-35 — это больше, чем просто слухи. Но гораздо проще сделать это через систему планирования миссий, тогда самолет вообще останется на земле. Это означает, что в случае конфликта Германия может оказаться зависимой от решений Вашингтона, особенно если президентом будет Дональд Трамп, считают немецкие политики. Оккупанты устроили ожесточенный штурм стратегически важной трассы Покровск-Константиновка на Донбассе. Захватить эту дорогу для российских войск означает отрезать важные поставки для украинских защитников и серьезно осложнить оборону региона. Силы обороны Украины уже заявили, что враг бросает на этот участок огромные силы, чтобы хоть как-то изменить ситуацию на фронте. Сейчас это направление одно из самых горячих точек на карте боевых действий. И от исхода этих боев зависит будущее сразу нескольких
нескольких украинских городов. В силах обороны говорят, что трасса под контролем, но бои идут. Что касается самого Покровска, то тут история более оптимистичная. Налицо, очевидно, признаки того, что ситуация потихонечку стабилизируется. Мы говорим о том, что сегодня контратакующими действиями, во-первых, продолжаются большие потери у врага. Они очень существенны. И если кому-то кажется, что вот, конечно, 2000 оккупантов за сутки, это очень хорошо. Сейчас цифры могли там упасть до 1100, 1180, 1200 в среднем за сутки. Это не говорит о том, что наши воины стали меньше попадать, меньше уничтожать противника. Это говорит о том, что у противника ввиду больших потерь, тут логика очевидная, просто становится меньше ресурсов. Германия впервые открыто заговорила о совместном использовании ядерного оружия Европы. Будущий канцлер Фридрих Мерц предложил обсудить совместное использование ядерного оружия Великобритании и Франции для защиты всего континента. Совместное использование ядерного оружия – это вопрос, о котором мы должны говорить. Германия не сможет и, возможно, не будет иметь собственного ядерного оружия. Германия после Второй мировой войны отказалась от собственного ядерного оружия, но теперь готова пойти на такой шаг. К идее уже присоединилась Польша и Дания, поддержали инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, который предлагал использовать французские ядерные силы для защиты всей Европы. Но вот Фридрих Мерц рассматривает это как дополнение к американским силам. Готова ли Европа к новому ядерному порядку? Какой будет реакция Кремля? Как думаете? Не забывайте писать свои мысли в комментарии. Мерц реалистично смотрит на вещи, учитывая тенденции минимизации присутствия Соединенных Штатов Америки в компоненте безопасности Европейского Союза. Поэтому стоит ли ожидать, например, скажем так, транспортировку, или как ликвидацию, возможно, переноса ядерного зонтика, например, над Германией со стороны Соединенных Штатов? Да, конечно, стоит. Стоит ли диверсифицировать риски, учитывая, что Британия и Франция тоже ядерные страны, и не вполне себе могут разместить на территории Германии ядерное оружие свое, которое никак не зависит от Соединенных Штатов Америки? Премьер-министр Словакии Роберт Фицо буквально штормит инфополе. Открыто говорит, что единственный человек, у которого все получится на войне в Украине, это Владимир Путин. Я говорил об Украине с президентом Путиным, с президентом Китая, с официальными лицами Бразилии и другими, и я скажу только одно, больше я ничего не скажу. Я думаю, что единственный, у кого есть реальный план в отношении этой войны, это президент России Путин. Это все, что я собираюсь сказать на данный момент. Да, но только еще Фицо говорил, что Зеленскому нравится война, как минимум потому, что во время войны нет выборов. Участников протестов 2020 года теперь можно принимать на работу в госорганизации Беларуси. Официального подтверждения этой информации пока нет, но Байпол предполагает, что такое решение связано с острым кадровым дефицитом в различных отраслях после массовых увольнений ненадежных специалистов. Это сообщение противоречит недавним заявлениям Александра Лукашенко, который бил кулаком в грудь, что прощать участие в протестах 2020 года нельзя, особенно для работников сферы образования, СМИ, культуры и спорта. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все, до встречи и хороших вам новостей.